В любой непонятной ситуации 1,5 рубля. У тебя... Ладно, все, давай, короче, тут без матов, что мне надо будет это видео. Всем привет. Каждый мужчина должен хоть раз в жизни сам наколоть дрова и заготовить их. Сегодня я покажу, как заготовить запас дров на целый год за 1,5 часа. Без понтов, без техники, без всякой ерунды. Чисто выносливость, сила и хороший колун. Поехали. Первым делом мы берем и сразу же пластим березу. Разбиваем на так называемые пласты, плахи, как еще их называют. Чем тоньше, тем лучше. Но не супер тонкие, такие средненькие. Где-то, наверное, в сантиметра. Может 3-4 толщиной, ну может 5, где-то 6 можно. 3-6 сантиметров нормально толщиной. Вот такие пластиночки. Я их набиваю, Женя их мельчит. Когда я один приезжаю колоть дрова, соответственно, только я их набиваю и только я их мельчу. Вот, я взял здесь Fiskars 32, Fiskars X32, весом он где-то в районе 2,5 килограмм, длина около 75 сантиметров. И вот такая работа идет. Вот, за 1,5 часа много можно набить, если вот в таком спокойном темпе работать. А ну что, появится что ли? Здорово. Так, я снимаю тут. Здорово. Снимаю, говорю, камеру у меня, видос снимаю себе. Привет. Тут пришли знакомые кольчики дров. Леха пришел. Вот, как его еще зовут. Рыжий. Вот, мы там с ним разговаривали. Сколько лесовоз кто пилит, кто как колет. Вот, он немного, так скажем, сейчас отдыхал в алкогольном формате. Вот. Я не сторонник такого отдыха. Вот, я вообще алкоголь не пью. Вот, ну вот он решил с нами поговорить и пошел дальше по своим веселым делам. А мы остались колоть дальше, заготавливать березу. Посмотрите, как здесь я работаю. То есть я стараюсь все прям пластить, что не получается, я обкалываю. Вот, а так стараюсь все полностью разбивать, чтобы потом было проще. Тогда за 1,5-2 часа, ну давайте брать 1,5 часа, которые у нас заявлены, можно много-много сделать работы. Вот, главное не лениться, набивать, пластить, да, делать плашечки. Вот здесь прям четко видно, на какие кусочки я разбиваю. Где-то и пополам можно вот так вот бахнуть, как здесь. Вот. Видно, что здесь с левой стороны сук, и бью я в сук, в принципе, но за счет того, что все сырое, все нормально. Здесь уже Женя, да, я решил поснимать, как он работает. Он почему-то решил раздеться и в одной шапке-ушанке, и такой вот майке, тонкой вообще, вот с голыми подмышками, решил почему-то на морозе дров поколоть. Вот, но у него здоровье и вагон, он так себе определил. Так, у нас уже немного наколото. Вот эту древесину лучше всего будет сложить сразу же. Она сейчас начнет вымерзать. Ноябрь-декабрь, уже к январю она, в принципе, будет готова. Потому что древесина, когда на морозе лежит, она точно так же сохнет, как и в жару. Просто она вымерзает, с нее будет выходить влага. Поэтому ее в обычную поленницу, вот у заказчицы баня, вот она ее туда занесет, скорее всего, и там сложит. Вот, возле бани. И она уже будет готова. Здесь я решил сам уже мельчить. Вот, взял для этого 28-й же Fiskars. Вот, где-то удобные попадаются плашечки, где-то неудобные, как здесь. То есть она тут такая, как рогатая немного, да. Чурочка была изначально. Вот, и здесь уже пошла работа, она такая монотонная, но все равно ты обкалываешь. Полностью одинаковых нет, все равно где-то что-то разное, это всегда интересно. Потому что в онлайне у меня для онлайна все есть. Для онлайна только время надо. Другой формалитет поставить полностью. Нет, я перешел, вкладывается, блядь, в месяц по 200, по 300 тысяч в ремонт дома. Ларь купили, еще холодильник, мясо. Ну, сейчас затрат, доход раза в 3 выше, то купил бы. Сейчас. Так не думал? Я 17-й куплю? Ну, не 17-й, 15-16 рассчитывать можно прошку. Я думаю, этот у меня заберут за 1040, не больше. 45, 47. С торгом за 49 выставишь. 15 я взял бы. Вот 15. Посмотри, сколько стоит 15. Ой, и сориентируйся. Так же все не делают. Хотят сидеть на хорошей технике. Сам точно так же все сделал. Уже у меня есть покупатель, но нету. Дине. Где-то я на трейдинг сдал бы. У Жени. Ну, помнишь, я купил новый iPhone?
полетел экран через месяц. Его сейчас сделали. Не экран, а камера внутри. 13 iPhone, 13 Pro. И ты покупал в салоне? Да. Сам именно поэтому лучше покупать. Ты короткий шорт что не будешь смотреть? Ну, знаешь, тоже 1,5 часа. 1,5 часа тоже надо уметь быстро работать вообще-то. Кто-то бы часа 2 работал, просто у меня физическая подготовка позволяет. Да и опыт. Вкусное сало. Да, нормально. Средний помог. Родители Жени сделали. Вообще офигенное сало. Что за человек? И человек максимально простой, и видно, что они просто как бы эксплуатируют. Я когда свой iPhone взял, у меня тоже вера и правда вообще без нареканий. Его разобрали мне. Не показали. Все. Made in China. Благо камеру поставили нормально. За 6 тысяч, 4 тысячи камеры, 6 тысяч работы. Вообще в мельчении дров желательно не спешить. Взять максимально такой эргономичный, удобный топорик. Колуном мельчить не рекомендую. Ну, это сложно. Зачем? Это тяжело. Там 3 килограмма, 3,5 махать. Да. Вот где-то 1,8-2 килограмма само то. Это и немного, и не мало. Вот. Главное здесь не торопиться, смотреть аккуратно пальцы. Вот, придерживать как бы сбоку немного, да, вот, прижимать палец сбоку и не целиться в них. Вот, потому что где-то ты можешь, тебя позовут, ты отвлечешься, ты уже замахнулся, бьешь. Если отвлекся, глаза отвел, все, значит, надо останавливать в эту же секунду работу. Ни в коем случае не продолжать. Вот здесь вот такая неудобная чурочка была, я ее дожимал всяко разно, и так, и так, и так, и так. Крутил, вертел ее. Ну, такая она вот. Тут отскакивает где-то топорик от нее. Вот. Ну, в итоге дожал, конечно же, ее. Вот. Ну, просто она не очень такая. Не самая удобная. В общем, для колки дров, вот, но все равно ее дожал, так или иначе, доработал ее, вот. Ближе к Новому году. Но я эту ситуацию уже просчитал и понял, что я буду без рабочего места просто. Абсолютно легально. И все, получить это пособие. Ну, а почему нет? Не знаю, какое я, не знаю, может и да. Ну, давайте посмотрим, как работает Женя. На самом деле он работает не быстро, он работает, я считаю, что медленнее меня. Вот. Но он не останавливается никогда. Вот он как встал, условно, в 8 утра на колку дров, и он отдыхает только тогда, когда мы пьем чай. Он вообще не останавливается, вообще, в принципе. Ну, только воды отходит попить. Вот. Ну, в туалет, само собой, понятно. Вот. То есть он достаточно медленно работает. И я уже ему говорил, кстати, здесь, что надо немножко оперативнее выставляться. Например, ставить колоду, на которой колешь по-другому. То есть это он берет, вот раз положил, чик откидывает. Сейчас опять будет поколол, раз, сейчас все положил. Вот, оп. И он вот много таких движений делает. Но ему так в кайф, ему так удобно, да. Но я, например, по-другому делаю. Кто как в удовольствие, да, как ему нравится. Вот, я просто считаю, что он так может быстрее работать на самом деле. Вот, потому что движений достаточно много. Лишних. Вот. Ну, вот он упирается. В общем, уперся рогом, вот он так колет. Ну да ладно. Посмотрим, да, пока так будет. С собой придумать легкие, большие цельные чурки с собой водить. Высушить их, чтобы они были. Просто по пол-литра напилить и все. Вон брюки его напилили. Андрей, сколько он ждал, чтобы у меня были стабильные кольщики. Зимой они у него будут. Летом не гарантирую. Летом не будет. Мне понравились условия. Короче, выход 1000 рублей. Ну, работаю доставщиком. Каждая доставка по колыванию 100 рублей. Это вообще это смех. Так вот все понятно. В общем, да, почему нет? А мне как бы... Ты только о деньгах думаешь. Как и, ну, нормальный другой человек, только ты в этом признаешься. Другие говорят. Главное это удовольствие. Вот так вот колыванский Серкан Балат, сердцеед всея Новосибирской области.
все-таки, когда ты стабильно тренируешься и жрешь. А здесь, смотрите, я взял колун Кувалда XXL 36 Fiskars. Вот, 4,7 килограмма, 91 сантиметр ручка. То есть он прям такой объемный, он такой богатырский колун, мы его называем. Вот, такая пушка прям. Вот, а он, чтобы так вот разбивать что-то уже тяжелое, что-то потяжелее. Но когда мне лень махать сильно, я его тоже беру, просто поднимаешь, опускаешь на чурочку, на колодку, на пенек, он ее разбивает, разбирает достаточно легко. В твоем случае, Женя, инструкторство принесет большие деньги только в одном, если ты будешь секс-инструктором. А просто инструктором ты заработаешь только копейки. Погоди, есть такая сфера, как секс-инструктор? Да. Ну что, прошло 1,5 часа, все как договаривались. Сейчас покажу, сколько мы накололи. Вот, в спокойном режиме, не торопясь, чисто сила, выносливость, навыки. Вот, посмотрите, я считаю, что этого объема, в принципе, на зиму спокойно может хватить. Ну что, заготовили мы запас дров. В принципе, я считаю, что на зиму этих дров может спокойно вообще хватить под уголь в небольшой дом. Вот, еще в баньку даже подкидывать. Кстати, кто прошаренный, хорошие такие камни в баню тоже подкидывают, чтобы баня быстрее топилась зимой. Ты подкидывал когда-нибудь? Работает. Куски угля подкинуть в баню, такие небольшие. Такие где-то с кулак. Вот так. Вот. Вот такой вот объем у нас вышел. Поедем дальше.